Я таки не понял, Киев за 3 дня или Киев за 2 дня, Львов за неделю. Помните это все? Как все начиналось? Ой, там Боброедку, помните, с Кирсояном? Ой, да что там-то Украина? А потом Соловьев, да, она говорит, что да за 2 дня. Соловьев, да мы только, говорит, бровь вот так вот поднимем и говорит, и все, и они все поймут. Не, на Европе, может, кто-то и понял бы, вот в Украине ни хрена не поняли и дали в глаз. Вот. И так далее, вот эта вся кодла московская, да, вот это из московского улуса, они все орали, что мы Киев захватим, да, они, их вояки, вот эти вот задрипанные, да, бесштанные, заказывали в киевских ресторанах столики, просто пропаганда рассказывала, как они здесь всех будут резать, убивать и так далее. Это все за 3 дня должно было произойти. И вы знаете, действительно, на второй день, я же вот из Киева никуда не уезжал, ни на один день, не на второй, по день, на третий, их бронетехника, их ДРГ на Оболоне были на Белисейском проспекте и так далее. Их всех уничтожили, конечно, понятное дело. Вот, но действительно было неспокойно первые дни, да? Неспокойно. Но ничего, выдержали, все, наваляли им тут под Киевом так, что аж мама не горюй. Прошло 3 с лихвой года. Киева за 3 дня прошло, да. И мы видим очень интересную картину наблюдаем. Я же хочу спросить, да, с чего ваш фюрер, ваш Гитлер, ваш Путин, всех переберешь этих вот. Да, с чего ваш Гитлер начинал войну? Значит, он верещал про денацификацию, демилитаризацию и какую-то, остальное просто невозможно, потому что он постоянно менял цели этой вашей спецзадрыпанной операции. Вот, но что-то он вот такое все обещал, значит, денацифицировать, демилитаризовать. Ну что, я хочу спросить вас, расисты, что там, удалось, нет? Денацифицировали? На Крещатике ваш певец Артем Газманов тут спел, нет? С Кадыровым на пару. Или куда? А, не, никуда, да. Вот туда же. Понятно. Ну, прошло 3 с лихвой года. А к чему пришли? Давайте ж посмотрим. Киев стоит, Киев это Украина. Путинским бандитам удалось захватить за все это время один областной центр, это Херсон, который они благополучно в ноябре 22 же года и профукали. Получили звездюлей, по ушам нахватали, драпали так, что аж дым пошел. Да, захватили часть земли, но это и все. А вот сегодня мы пришли к очень интересному моменту. Завтра ж победобесие там на России. Даже не буду, смешно звучит, фейковые ветераны, это все фейковое, это все выглядит мерзопакостно, понятно. Приехала куча диктаторов, тоже понятно. Вопрос в другом. Завтра, пишет, Рашкасми пишет, по крайней мере, что будет мобильный интернет, а возможно и ваша сотовая связь, как вы ее называете, отключена по всей европейской части России. Угу. Киев за 3 дня. Не будет завтра связи. Вообще. Никакой. Возможно, даже сотовой. Вообще капец. Почему? Давайте же разберемся, почему. А что такое? А это потому, что требуют меры безопасности. А почему? Потому что боятся украинских дронов. Стоп. Но 24 февраля 2022 года количество боевых дронов в Украине, какие разведывательных, я так понимаю, равнялось очень четкому нулю. Ну, может, были какие-то единичные экземпляры, но вы понимаете, да? Очень четкому нулю. А сегодня, по признанию тех же российских пропагандонов, я у них это вычитал где-то, в Украине выпускают, без тех, что завозят, тех тоже тысяч. В Украине выпускают новый дрон каждые 23 секунды. Упс. Угу. Как там насчет демилитаризации? Не обкакался ваш Путин, нет? А сейчас, на сегодняшний день, 80% у контрапупленных чмобиков ваших это дроны. Когда-то, помните, 23-й, там, часть 24-го года это была все-таки арта в основном. И арта и сейчас тоже работает. Но, кстати, со снарядами у нас все в порядке, не волнуйтесь. Арта тоже работает, но такого ущерба, как дроны, нанести не может уже ничего. Вот. И еще раз говорю, в 22 году у нас дронов не было. Ну, от слова совсем. Вот. А ваш Путин провел демилитаризацию. Да, потому что еще была денацификация. Сейчас мы на ней остановимся. Вот. Демилитаризацию ваше пуйло проводило.
Теперь у нас куча дронов, куча танков «Леопард», есть танки «Абрамс», танки «Челленджер», ну, все, что хочешь, да. Вот, у нас есть «Хаймарсы», у нас есть ракеты наши уже украинского производства. Сколько у нас было крылатых ракет? Рабочих, именно тех, что в производстве находятся. Да не было у нас их практически. Тех, что вот могут вот так вот взять, нажать кнопку и полетело. Нептуны были короткие, пожалуй, и то в ограниченном количестве. Я даже не соображу, все остальное было как бы вот доведено до предзаказа, но не готовое, все сырое было. Сейчас у нас ракеты все, что хочешь есть. Ракеты, поляныцы. Ну вот если вы закрываете все свое воздушное пространство, вы сами закрываете воздушное пространство, вы сами у себя отключаете мобильную связь, потому что вы провели у нас демилитаризацию. Это смешно, да? То есть ваша демилитаризация привела к тому, что Украина стала просто в разы, в десятки раз мощнее как государство. Уважаема всем миром, в отличие от России, которые приезжают за поддачками всякие там африканские царьки. И прочие людоеды. Людоеды приезжают. Посмотрите, там избранных президентов, ну, вот парочку есть вот этих вот. Фицо с Орбаном, ну, люди не совсем там такие, да, вы же прекрасно понимаете. Ой, Орбан не поехал, брешу. Этот, как его, Вучитич, господи, прости. Ну, из этой же оперы, да. Вот. Кроме парочки клоунов никто не приехал. И посол Израиля, конечно, да. Это большое достижение, я вас поздравляю. Как и израильтян поздравляю тут, конечно. Это полный аут. Вот, ну да бог с ним. А весь цивилизованный мир завтра будет во Львове вместе с Зеленским. Вот так. То есть, да, Украина стала мощнее, Украина стала в военном отношении просто 22 года, 24, 25 год идет. Просто колоссальная разница. Мы улучшили свою армию, усилили. Несравненно и несказанно. У нас есть вещи, о которых мы раньше не мечтали. Теперь у нас есть все. После чего вы закрываете свое воздушное пространство, вы гасите свою мобильную связь. Почему? Потому что ваш Путин на 4-м году войны не контролирует собственное воздушное пространство. Потому что наши дроны долетели уже до Ямало-Ненецкого автономного округа. Это 3000 километров от Украины. Ловили наши дроны там. Шухер был. Вот так вот. То есть фактически на сегодняшний день Украина лупит по точкам на карте путинского рейха, что если бы нам сказали в 22 году, что это случится, мы бы сами покрутили у виска, сказали бы, такое невозможно. Я помню, когда первые дни войны, да нет, первую неделю войны, лупили по Миллерово, точками У. Это там не так-то далеко от границы от Украины, нашей границы, да. Там военный аэродром, лупанули несколько точек У, разбили самолеты, там хорошо попали. Боже, сколько было гордости. Это лупанули по территории России. Вау! Ух ты, здорово! Сейчас по Москве не вопрос, вообще не вопрос. Причем наши дроны атакуют Москву даже с противоположной стороны, северо-востока. Да, вот так вот, рашисты. То есть, я уж молчу за то, что вы не контролируете свою границу. Спросите в Курской Народной Республике, вы там поинтересуйтесь. Ваш же Герасим доложил вашему верховному плешивому муму, что вы вытеснили ВСУ из Курской Народной Республики. Ну так поинтересуйтесь, как вы вычислили. Вы вытеснили. Как там Теткина поживает и Дядькина. И не только. Вы свою границу не контролируете никоим образом. Вы свое воздушное пространство не контролируете никоим образом. Ваше пуйло облажалось по полной программе. Да, ну и уже же начали про демилитаризацию, еще же денацификацию. Так просто небольшой пример. Смотрите, до фашистского нападения, рашистского нападения на Украину, в Украине все-таки хоть немножко в школах изучался русский язык. Это было на тот момент... я цифрами не обладаю точно, но порядка там 10 тысяч детей, что-то такое, да, вот. Я знаю, что учили, по крайней мере, да, где-то около 10 тысяч. Вот. На сегодняшний день я так понял, что осталось меньше 1000. 375, что ли, человек учится. Вот как-то так, на русском языке. Все. Это вы же хотели денацификацию, да, чтобы, значит, вот бендеровцы ушли, чтобы русский язык везде. Знаете, вот получилось, что из десятков тысяч детей, которые получали образование по-русски, на сегодняшний день их меньше 1000, меньше 500, собственно говоря. Все.
Русского образования, как говорится, больше нет. Это тоже зачет и результат деятельности вашего Путина. Вот как раз это все в копилку вашего победобесия, да? И ваши эти вот задрипанные ваши солдаты с обдристанными галифе будут завтра тёпать там по Красной площади, по лобному месту, на котором вы там режете друг друга, привычно, да? И посматривать в небо, знаете. Это будет завтра ваши колонны, которые будут шмандопырить там по Красной площади, они будут очень сильно напоминать колонны Хамаса, которые вот ходили, помните, по Газе, тоже до войны еще там, значит. Они ходили всегда по Газе, маршировали, показывали свою выучку, доблесть такую, удаль молодецкую, но все время смотрели на небо.